Всем здравствуйте, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки. Простая, несложная модель, связана полностью спицами, весенне-летний вариант такой. Значит, на размер они у меня вышли 36-37. Добавить пару рядов и будут на 38. Вязать я буду, пряжу я взяла в 100 граммах 250 метров. Спицы у меня номер 2,5. Также мне потребуются вот круговые спицы. Значит, смотрите, все зависит, конечно, от пряжи и от плотности вязания. Сейчас вам хочу показать, вот можно связать в любом цвете, любые цвета подставлять. Остатки пойдут в дело. Вот эти вот у меня вышли на размер 39. Здесь я провязала всего лишь на пару рядов в начале больше. И пряжа у меня была плотность 230 метров. Разница вроде бы небольшая, а вот они получились больше на 2 размера почти. И лучше растягиваются, поэтому отмеренные детали в процессе вязания буду измерять в сантиметрах. Также где сколько добавлять по размерам, также буду говорить. Сняла с манекена, сейчас сразу вам замерю полностью в готовом виде весь следок. 22 сантиметра, почти вот 23. Пускаем на растяжку. Это платочная вязка здесь идет, хорошо растягивается до пятки. Растянули 23, немножечко растянула вот. Так, в ширину они невысокие, 8,5 вместе с обвязкой. Вот так вот. Ну, опять же, сейчас буду вязать мысок. Начало вязания мы начнем с мыска сначала. Отвяжу мысок, потом перейду к подошве. Далее наберу по боковым сторонам петли, довяжу до пятки, закончу пяткой, убавлю здесь. И вверх я сделала полый шнур, вот обвязку такую. Я подумала, что к этой модели такая вязка больше всего подходит. Хотя можно просто обвязать крючком. Так, значит, теперь спицы я беру сейчас круговые. Начинаю вязание вот с этой вот части. Сейчас на спицы я наберу по 45 петель на каждую спицу. Будет у меня всего 90. Набором Джуди на каждую спицу по 45 петель я набрала. Значит, если ножка узенькая, пряжа может быть тоньше, чем у меня, можно на 4 петли тогда набрать меньше, потому что узор состоит 2 петли накид, 2 петли вместе накид, 2 петли вместе накид. Поэтому если убавлять, значит 2 петли с одной стороны убавить и 2 петли с другой. Я рассказываю, показываю так, как вязала я по своему метражу. Вот, а если у вас уже другой метраж или спицы другие, часто совсем другими номерами вяжут, поэтому я же не могу знать плотность вашего вязания и тому подобное. Поэтому вот рассчитывайте. Замеряю все в сантиметрах. Значит, сейчас оставляю вот один конец тут нити, да, чтобы мне хватило. Короткий конец впереди, короткий. И набираем петли. Сначала на нижнюю перевела, теперь на верхнюю завожу. Опять на нижнюю и на верхнюю. И так, пока у меня на каждой спице не будет по 45 петель. Я вот так вот набрала. Опять же, если размер 39, 40, пряжу можно взять 220 метров, например, метражом в 100 граммах. И размер увеличится. Так, набираем петли. Набрала я петли, на каждой спице у меня по 45 петель. Теперь разворачиваю. Здесь вот эту вот ниточку можно узелок завязать. Теперь развернулись на вторую сторону. Сейчас, значит, я буду вязать вот этот вот подъем платочной вязкой. Далее я перейду на 2 носочных спицы коротких. 45 петель нижних оставляю на спицы, или же их можно перенести просто на нитку, чтобы удобнее было вязать. А на верхних вот этих вот 45 спицах, петлях я буду вязать вот этот вот мыс.
Потом эти нижние петли у нас пойдут на подошву. Значит, сейчас я вот так вот подвину эту спицу. И вот эти вот все петли провязываю лицевыми. Лоточной вязкой провяжу 5 рядов лицевыми. 6-й ряд провяжу изнаночными на размер 36-37. На 38, 39, 40 провяжем 7 рядов, а 8 лицевыми петлями, а 8 ряд провяжем изнаночными. Значит, сейчас первый ряд провязываю все до конца лицевыми, кромочную провязываю изнаночной. Провязываем. Так, довязываю ряд до конца, довязала до последней петли, кромочную провязала, изнаночная, все. Это первый ряд отвязали. Теперь перешли на вторую сторону, значит, продолжаем вязание. Опять вяжем все лицевыми, как я уже сказала, 5 рядов. Вот эти вот петли остались, они подождут, пока мы отвяжем мыс. Теперь опять здесь первую снимаю. Все провязываем до конца лицевыми и кромочную провязываю изнаночной. Значит, сейчас провяжу я 5 рядов лицевыми. 6-й ряд провяжу изнаночными. На 6-м к вам вернусь. Вяжем. Я провязала 5 рядов лицевыми петлями. И последний 6-й ряд я буду вязать изнаночными петлями. Значит, если размер больше, у меня 36-37, провяжите 7 рядов и 8 ряд провяжем все изнаночными петлями. Поэтому перейдем опять на лицевую сторону и будем вязать узор. Значит, сейчас я следующий ряд начну сразу вязание вот зеленого цвета. У вас могут быть любые цвета, поэтому я просто буду называть контрастный цвет, наверное, зеленого. Но проще, может быть, будет первые ряды провязать основной ниткой. Вот в этой модели так сделала, основной пряжей провязала, чтобы не протягивать нить. Значит, я сейчас вяжу последний 6-й ряд. Подвязываю сразу зеленый цвет. Так, провязываю все петли изнаночными. У меня контрастный цвет, как я уже сказала, а вы можете продолжать вязать основным цветом. Значит, до конца ряда провязываю все изнаночными. Здесь я буду нить перебрасывать. Вяжем до конца. Довязала изнаночную сторону, все изнаночными. Далее перешли на лицевую сторону. Вяжем мысок, первый ряд узора. У меня зеленый цвет, контрастный цвет. Первую снимаю. Далее провязываем 2 петли вместе лицевой и делаем 1 накид. 2 петли вместе лицевой и делаем 1 накид. Так провяжем 10 раз. Средние 3 петли мы будем провязывать вместе лицевой петлей. Вяжем 2 вместе накид, 1, 2. Теперь опять 2 вместе накид, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 и накид. Все, провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 раз по 2 петли вместе. И после того, как мы провязали 2 петли вместе, мы сделали накид. Теперь средние 3 петли провязываем вместе. Значит, я сейчас 3-ю петлю переставляю местами, чтобы средняя петля была сверху. 2 петли провязываю и 3-ю сверху набрасываю. Все, 3 петли вместе провязала. Теперь, чтобы здесь потом не запутаться на изнаночной стороне, можно поставить маркер.
Далее продолжаем вязать в зеркальном отражении наоборот. То есть теперь вяжем мы один накид, 2 вместе, один накид, 2 вместе, один накид, 2 вместе. И так до конца ряда. Один накид сделали, 2 вместе. Один накид, 2 вместе. И кромочную провязываю изнаночной. Довязываем ряд до конца. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид, и осталось 3 петли. Последняя убавка, 2 вместе, 10 раз мы сделали, и кромочная, изнаночная. Переходим на изнаночную сторону. Второй ряд по изнаночной стороне продолжаю вязать тем же зеленым цветом. Значит, второй ряд мы провязываем все петли лицевыми, а средние 3 петли провязываем изнаночной петлей. Первую снимаем, провязываем все лицевыми накиды. Провязываю лицевой, вяжем все лицевыми. Среднюю петлю провязываем изнаночной. Довязали до середины. Средняя петля, вот у нас 3 петли вместе провязывали. Провязываю ее изнаночной. И далее продолжаю вязать все опять лицевыми петлями. До конца довязываю лицевыми и кромочную провязываю опять изнаночной. Довязываем ряд до конца. Лицевыми петлями довязываем. Довязала до кромочной. Далее следующие 4 ряда у меня будут контрастным цветом. В моем варианте это желтый цвет. Сейчас я последнюю сразу кромочную петлю по изнаночной стороне провязываю контрастным цветом. Перешли на лицевую сторону. Следующие 4 ряда вяжу желтым цветом. Так, это у нас получается 3-й ряд. Я с самого начала считаю. Значит, все петли сейчас провязываем лицевыми. И средние 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Первую снимаем, вяжем до середины, до средних 3 петель. Все петли провязываем лицевыми. Так, вот у нас средняя петля. Опять 3 петли провязываем вместе. Третью петлю и среднюю я переставляю местами. Провязываю 2 петли, а потом протягиваю. 2 провязала и протянула. Далее продолжаю до конца ряда вязать лицевыми. Это у нас 3-й ряд идет. От начала считаю ряды, довязываю ряд до конца, кромочную провязываю изнаночной. Довязали 3-й ряд, переходим на изнаночную сторону, опять желтым цветом продолжаю вязать 4-й ряд по изнаночной стороне. Все петли до конца провязываем изнаночными. Первую снимаем, провязываем все изнаночными. Вяжем ряд до конца. Довязала изнаночную сторону до конца, переходим на лицевую сторону, 5-й ряд, продолжаю вязать желтым цветом. Значит, вот здесь, если у вас много цветов будет, вот самую нижнюю нитку вот так вот потом поднимайте, перебрасывайте, чтобы потом, когда цвета менять, они сильно внизу не оставались. Так, теперь
Что мы делаем? То же самое, что делали в начале с зеленым цветом. Первую петлю снимаю. Теперь у нас будет 9 раз по 2 петли будем провязывать вместе. Ну и накиды делать. Кромочную сняла. Далее 2 петли опять вместе. Накид 2 петли вместе. Накид. Так 9 раз. И средние 3 петли мы в каждом лицевом ряду провязываем вместе. Средние 3. Так, вяжем 1, 2. Опять 2 петли вместе, накид, 2 петли вместе, накид. Довязываем так до средних 3 петель. Три петли средние вместе провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 раз по 2 петли мы провязали вместе и накиды. Так, предпоследние 2 вместе провязала 9 раз, опять сделала накид. Теперь средние 3 петли провязываем вместе. Местами поменяла. Две петли провязала и третья сверху. Далее левая сторона, продолжаем все то же самое, только в обратном порядке. То есть один накид, 2 петли вместе, один накид, 2 петли вместе. Итак, 9 раз по 2 петли вместе. Довязываем ряд до конца. Один накид, 2 петли вместе. Довязала до конца, кромочная у меня изнаночная, перехожу на изнаночную сторону. Это у меня получается 6-й ряд по изнанке, желтый цвет продолжаю. И это будет последний ряд узора. Далее я буду менять цвет и начинать вязать сначала. Опять узор 4 ряда. Первую сняла, 6-й ряд по изнаночной стороне. Все петли провязываем лицевыми и средние петли, которые у нас были 3 петли закрытые, среднюю петлю, то есть эту мы провязываем изнаночной петлей. Так, провязываем лицевыми до средней петли. Так, вот у нас средняя петля, у нас косичка, вот она проходит. Мы ее провязываем изнаночной по изнаночной стороне. Далее опять продолжаем вязать все лицевыми до конца ряда. В конце ряда я опять поменяю цвет. Последнюю кромочную провязываю контрастным цветом. Довязываем. Так, довязала до последней. Здесь я меняю цвет. Можно это с лицевой стороны делать. Мне вот так вот удобнее. Все, перехожу на лицевую сторону. Опять вяжем, как вязали желтый с самого первого ряда. Теперь у меня вот такой вот тон красного. Значит, это получается 7-й ряд по лицевой стороне. Опять же, с самого начала считала. Сейчас мы провяжем контрастным цветом все петли лицевыми и средние 3 петли провязываем вместе. Давайте еще раз с вами сейчас пройдусь. А потом далее уже до конца будем вязать самостоятельно. Все повторяется опять у нас. Провязываем, значит, вот контрастный цвет, будем говорить. Сначала первый ряд, от самого начала, если считать, это у меня получается вот 7-й по лицевой стороне. Так, провязываем до средних 3 петель.
Так, довязали. Средние 3 петли провязываем вместе. Так, вот они, средние 3 петли. Местами сейчас я их тут попереворачиваю. Если вы вяжете классическим, у меня бабушкин метод, наверное, да, то, значит, вяжите по своему методу тогда. Так, 2 петли провязываю вместе, среднюю набросила. Далее продолжаю вязать до конца ряда лицевыми, довязываю. Кромочную провязываем изнаночным, изнаночной довязываем ряд до конца. Так, вот уже что-то видно. Довязали до конца, перешли на изнаночную сторону. Далее у нас получается это 8-й ряд по изнанке. Красный цвет продолжаю вязать. Все петли провязываем. Все петли провязываем изнаночными. Первую снимаю, до конца ряда все вяжем изнаночными. Довязали до конца ряда изнаночными, кромочную также провязываю изнаночной. Довязали ряд до конца, перешли на лицевую сторону, то у нас получается 9-й ряд, продолжаю вязать красным цветом. Теперь провязываем 8 раз по 2 петли вместе и средние 3 петли также провязываем вместе лицевой. Первую снимаю, опять все то же самое, 2 петли вместе лицевой провязали, 1 накид, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, и так 8 раз. Получается, что каждый раз у нас здесь будет убавляться на 1, да, 10, 9, теперь 8 раз провязываем. Накид сделали, опять 2 петли вместе, опять накид, опять 2 петли вместе, и так вяжем 8 раз. Средние 3 петли провязываем лицевой. Восемь раз провязала, 3 средних петли, накид не забываем делать последний, опять 3 средних петли провязываем вместе. И продолжаем левую сторону в обратном порядке. Опять 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид, 2 петли вместе, довязываем до конца ряда. Кромочную провязываем изнаночной и переходим на изнаночную сторону. Довязала ряд до конца. Теперь по изнаночной стороне последний ряд, это получается 10-й от начала. Так, все петли вяжем лицевыми, и средняя петля у нас изнаночная. Первую снимаем кромочную, провязываем все лицевыми, средняя изнаночная. В конце ряда я опять меняю цвет и начинаю все сначала. Повтор. Все, последний ряд довязываем. Вяжем лицевыми, кромочную, среднюю петлю изнаночной. Так, где она? Вот она, средняя петля. Довязываем лицевыми до средней петли. Среднюю провязали изнаночной петлей по изнаночной стороне, и далее до конца ряда опять мы продолжаем вязать все лицевыми петлями. Так, заканчиваем, в конце ряда меняю цвет. Довязала ряд до конца, перехожу на лицевую сторону, и опять у нас начинается все сначала. Значит, далее будем вязать самостоятельно. Теперь смотрите, я поменяла на основной цвет. Теперь опять у нас первый ряд сейчас вот идет все петли лицевыми, средние 3 петли вместе мы провязываем по изнаночной стороне. Следующий ряд мы провязываем все петли изнаночными.
Далее третий ряд, лицевая сторона. Мы провязываем теперь 7 раз по 2 петли вместе и плюс накиды. Средние 3 мы провязываем опять вместе. И по изнаночной стороне мы провязываем все петли лицевыми. И опять меняется цвет. Получается 4 ряда. Я с вами раз, два, три раза провязала узор. Теперь, значит, я так буду вязать, убавлять, пока у меня не останется 19 петель, насколько я помню. Так, все вяжем лицевыми. Это первый ряд опять у нас узора. Повтор. Вот. Желтым провязала, красным провязала. Все то же самое. Значит, сколько я провяжу вместе сначала с зеленым, считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 раз. Вот у меня 7 полосок таких было. Сейчас я их довяжу, к вам вернусь и потом свяжем вот этот вот уголок. Вот этих вот 7 полосочек, да, как радуга прям 7 раз. Вот так вот, значит, вяжем. Провязала я 7 раз вот узор, 7 полосок, да. На спице у меня 19 петель. Далее я буду вязать вот эту вот деталь, верхний язычок. Значит, 19 петель. И буду вязать лицевыми петлями, платочной вязкой. И в лицевых рядах средние 3 петли по лицевой стороне. То есть я также буду продолжать убавлять. Значит, что сейчас далее делаем? Вяжем все лицевыми и средние 3 петли провязываем вместе. Буду так вязать, убавлять, пока у меня не останется последние 3 петли, и я их потом тоже вместе закрою. До одной петли, в общем, вяжем, убавляем. Значит, вяжем все лицевыми. Средние 3 петли также провязываю вместе. Низко зацепилась. Средние 3 вместе провязала, продолжаю далее вязать все лицевыми петлями. Довязала ряд до конца, кромочную провязали, перешли на изнаночную сторону, первую снимаем, провязываем все петли лицевыми и среднюю петлю мы провязываем изнаночной. Так, лицевыми, средняя у нас изнаночная, опять оставшиеся петли 8 петель получается, да, 6, 7, 8 провязали лицевыми, кромочную изнаночной. Все, опять перешли на лицевую сторону, продолжаем вязать лицевыми и средние 3 петли закрываем. Довяжем до одной петли, встретимся. Первую сняла, опять все лицевыми. Средние 3 петли закрываем. Две петли вместе провязала, среднюю набросила. Все. Продолжаю вязать лицевыми. Закончила я делать убавки. Осталось у меня вот 3 петли на спице. По лицевой сделала последнюю убавку. И сразу по изнаночной стороне я эти 3 петли провяжу вместе и закрою. Все. Хвостик немножко подлиннее оставила, потом я его спрячу, когда буду обвязывать. Все, закончили. Теперь далее переходим к подошве. Петли, которые у меня были на круговых спицах, я перенесла на 2 спицы. Подошву начнем вязать на средних 9 петлях. Значит, ниточку прикрепила с изнаночной стороны. Средние 9 петель.
По боковым сторонам у меня по 18, в середине 9. И я буду сейчас вязать и расширять подошву. Подошву буду вязать всю лицевыми петлями. Провязываю все 9 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 провязали. Развернулась на изнаночную сторону. Теперь опять провязываю все 9 петель лицевыми и одну петлю добавляю с боковой спицы. Первую петлю сняла. До последней провязываю лицевыми. Десятую добавила с боковой спицы. Развернулась на лицевую сторону. Опять теперь провязываю 10 петель и 11 добавляю с левой боковой спицы, да? Первую сняла. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 добавила. Опять по изнаночной стороне проделываю все то же самое. Развернулась, провязываю 11, 12 добавляю. Значит, я расширю, у меня будет 15 петель. А потом буду соединять боковые петли по методу пятки. Вяжем сейчас, расширяем подошву. После того, как закончили расширять подошву, продолжаем вязать 15 петель у меня на спице. И теперь последнюю петлю и петлю с боковой спицы, 2 вместе, я провязываю лицевой по изнаночной стороне. Перешла на лицевую сторону, первую снимаю, провязываю все петли до конца и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. Так, довязываем. Так, последняя петля, 2 вместе я провязала лицевой, здесь нить перевела наперед вот так вот. Продолжаю вязать и соединять боковые петли. Первую опять снимаю, следующие все оставшиеся петли, то есть провязываю лицевыми и кромочную петлю с боковой спицы соединяю. Буду так вязать, соединять, пока у меня не закончатся все петли на спице. Соединим все петли, закончим вот эту вот маленькую подошву. Я к вам вернусь и пойдем вязать дальше. Так, довязали до конца. Последняя петля. 2 вместе соединили все. Нить перевели. Продолжаем. Закончила соединять петли по подошве. Значит, всего у меня 18 вот таких изнаночных дорожек. Одна петля здесь осталась. Я сейчас ее закрою, когда буду возвращаться. Пришла вот в начало ряда. Теперь сейчас буду с боковой стороны набирать петли. Потом провяжу подошву, наберу со второй стороны и буду вязать полотно до пятки. Что я вам не померила, длину, высоту мыска хотела померить и только сейчас вот вспомнила. Так, в спокойном вот состоянии 11 сантиметров. В спокойном состоянии. Чуть-чуть подтянули 12 полностью. Так, теперь далее что делаем? Крючок мне нужен. Значит, я набор начну вот от вот этого вот треугольника. С каждой стороны я наберу по 17 петель, 17, 17. Здесь у меня посередине 15, и всего у меня будет 49. Потом я довяжу вот до середины и добавлю еще по одной петле ближе к заднику. Немножечко подъем вот здесь вот увеличу. Вот так вот я сделала, видите? Значит, если размер 39-40, тогда не 17, а 18 нужно набрать. Значит, если размер 39-40, здесь вязали на 2 ряда больше, у вас и так выйдет 18 здесь. Значит, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17. Под крайними вот этими вот дужками набираем петли вот отсюда. Хотите повыше? Можно повыше начать набирать. Так, ниточку сейчас я протяну. Свободно оставлю. И когда сейчас буду набирать петли, буду подхватывать эту протянутую нить, подвязывать. Так, все, набираем петли, значит, крючком. Один раз ввела под ниткой, вытащила петлю, набрала, а один раз сверху, один раз снизу, один раз сверху. Эту ниточку, получается, мы подхватываем. Да что ты лезешь сюда, вытащили. Вот опять под дужку ввела крючок, под низом провела, петлю набрали. Теперь следующая сверху, подвязали эту нитку. И так до конца набираю 17 петель. Вот она, подхватываем ее, подвязываем. Все, набрала я 17 петель. Теперь средние петли по подошве провязываю все лицевыми. Все полностью вяжу платочной вязкой лицевыми петлями. И пятку точно так же все. Следочки на скорую руку называются. Провязываю все 15 петель. И точно так же наберу со второй стороны. Провязали среднюю часть. Теперь перешли на боковую часть. Вот эту вот нитку надо будет подвязать. Сразу вот в первую ввожу здесь и продолжаю набор. Точно так же наберу вот 17 петель. Так, одну набрала, вторая, третья, четвертая, и так до конца. Так, здесь у меня 4 светлых, и здесь у меня до зеленого 4 светлых. Все, закончили набирать петли. Теперь все, далее вяжем все лицевыми до самой пятки длину. У меня длина будет, если посчитать по вот этим изнаночным дорожкам, 28 изнаночных дорожек. 28, 29. Здесь я вязала на 39, они мне вышли, у меня пряжа была чуть-чуть потолще. И здесь я также провязала 28 дорожек, но они получились длиннее, поэтому ориентируйтесь по своему размеру. Я довяжу до конца, опять же замерю это все в сантиметрах. Так, все, провязали. На спицах у меня 49 петель. Я довяжу до середины, как я уже говорила. Добавлю еще 2 петли. У меня будет 51. Вот, ближе к заднику. Перешли сейчас на изнаночную сторону. Первую петлю я снимаю. И далее все вяжу лицевыми. Провязываем все петли полностью до конца лицевыми. Кромочную провязываю изнаночной. Вяжите плотно, сильно петли не вытягивайте, чтобы не было зазоров между рядами. Все, довязали изнаночную сторону. Далее тут уже рассказывать нечего. Вяжем, продолжаем. Вяжем длину до пятой, все лицевыми петлями. Перешли на лицевую сторону. Опять первую мы снимаем. Продолжаем вязать платочной вязкой лицевыми петлями. По желанию можно вязать любым узором, каким вам хочется. Тапочки простенькие, поэтому вот, чтобы не сложно, платочной вязкой. Так, довяжем длину до пятки, встретимся. Провязала длину до пятки. Теперь перехожу, буду вязать пятку. В сантиметрах в ширину у меня полотно это получилось 17. И до пятки 18. Далее пятку буду вязать на средних 13 петлях. Значит, боковые петли можно ниточку перебросить или провязать боковые петли.
Провязываю средние 13 петель. Закрывать буду по тому же методу, как я вязала вот здесь вот подошву. Провязываем 13. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 и 13 петля. Закрываю вместе с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязала. Перешла на изнаночную сторону. Опять провязываю все петли и последнюю петлю закрываю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываем. Все, так я буду вязать до самого конца. Не до самого, подождите. Не довязывая 6 петель, я вот здесь через один лицевой ряд сделаю убавки и оставлю всего лишь 7 петель. 7 или 5 петель в конце можно оставить для лучшей посадки на ножку и чтобы не был верх сильно широкий, потому что у нас мыс не высокий, не длинный. Поэтому вот здесь вот можно немножечко по пятке убавить. Значит, сейчас вяжем пятку до конца, заканчиваем. И сделаем потом в конце уже обвязку. Изнаночная сторона довязала до последней петли. Последняя петля, петля с боковой спицы, 2 вместе провязываю. Все, провязала. Опять нить перебросила я назад. Перешла на лицевую сторону. 13 петель, продолжаю вязать. Первую снимаю, оставшиеся провязываю все лицевыми и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы, провязывая 2 вместе. Так, довяжу до конца, к вам вернусь. Продолжаю вязать пятку. Вот осталось у меня здесь 6 петель на спице. В начале и в конце ряда я сделаю по одной убавке. Первую снимаю, следующую петлю я провязываю, далее провязываю 2 петли вместе и точно так же в конце ряда сделаю одну убавку. Так, одну провязала, 2. Угу. Осталось 4 петли в конце, 2 провязываю вместе, следующая лицевая и кромочную мы соединяем с петлей с боковой спицы. Далее я провяжу изнаночный, лицевой, изнаночный ряд и опять сделаю в начале и в конце по одной убавке. И в итоге у меня всего останется 7 петель, хотя можно и до 5 убавить. Останется 7 петель, закрою петли и перейду к обвязке. Значит, заканчиваем. Закончила я вязать пятку, закрыли петли. Теперь далее я сразу подвязала темный цвет. Верх нужно обязательно обвязать. Можно это сделать крючком, столбиками без накида обвязать. Вот это вот собрать все, чтобы не было сильно растянутое. Значит, самое простое крючком. Вот столько у меня пряжи осталось. Еще раз покажу. Я сделала полый шнур. Подробные видео есть в интернете. Я несколько видео назад также обвязывала полым шнуром. Я его буду вязать на 3 петлях всего лишь. Если у вас пряжа немножко больше метражом, чем у меня, то есть тоньше, тогда можно и 4 петли потом будет набрать. Значит, для начала я по всему верху сейчас наберу петли на носочные спицы, а потом уже начну вязать этот полый шнур. Удобно будет прикреплять. Так. Крючком под 2 дужками набираю петли, и вот эти вот хвостики сразу можно заплести сюда. Продолжаю набирать петли. Если, допустим, размер был большой и вот эта вот часть широкая получилась, то здесь при наборе можно одну петлю, допустим, пропустить, убавить ширину. У меня крючок маленький, 5 номер, 1,50. Вяжу плотно, поэтому шнур он тоже немножечко стягивает. В итоге получилось нормально. Так, дошла вот до уголка, до нашего язычка. Смотрите, вот здесь я сейчас одну петлю, вот эту вот, пропущу, чтобы здесь не было сильно растянуто, немножко этот угол собрать, так сказать. Вот одну угловую петлю пропущу, сразу вот сюда вот ввела, стянула вот тут вот так вот.
Далее перешла на язычок. Тут точно так же под двумя дужками ввела крючок, вытаскиваю петлю до конца. Потом просчитайте, чтобы у вас вот от центра и до начала пятой с одной стороны, со второй было одинаковое количество петель, чтобы потом не перетянуло. Так, набрала я вот в самом центре петлю. Все. Теперь точно так же набираю по второй стороне. Здесь надо перейти на новую спицу. И вот этот вот хвостик я опять же его проведу между вот набором, между петлями. Одну сверху наберу, одну снизу, и получается тут ниточку заплету. Вот так вот. Так, продолжаем набирать. Закончила я набирать петли. 79 петель у меня вышло. Теперь далее 3 петли я набрасываю. 1, 2, 3. Начинаю вязать шнур. Лицевыми петлями все провязываю. Первую петлю провязала, вторую провязала, третью петлю я снимаю, петлю со спицы провязываю и протягиваю через последнюю петлю. Здесь вначале может плохо видно, сейчас немножечко провяжу, чтобы было более понятнее. Провязала немного шнура, сейчас продолжаю вязать. Значит, тут у меня конструкция такая прям из спиц, несколько спиц свела, чтобы было более понятно на видео. Соединила петли, теперь спицу перевела, первую петлю провязываю и немножко подтягиваю ее, вторую провязываю, третью я снимаю, далее провязываю петлю со спицы и снятую петлю набрасываю, то есть протянула через снятую, подтянула, спицу перевела и опять все сначала. Первую провязали, вторую провязали, подтянула, вторую провязала, третью снимаю, провязываю петлю со спицы и через снятую протянули, подтянули, перевели. И так до конца. Обвяжу полностью весь следок. Здесь всего 3 петли, поэтому я в конце иголкой петля в петлю соединила, стянула, попрятала хвостики, и все. На этом будет все. Вот такая вот обвязка. Опять сняли. Одну провязали, протянули, перевели. Еще раз. Первую провязала, подтянула, среднюю провязала, последнюю петлю снимаю, петля со спицы провязали, протянули, немножко подтянули, спицу перевели и опять все сначала вот так вот. Все, девочки, у меня на этом сегодня все. Всем легких петелек. Всем спасибо за оставленные лайки, комментарии, подписки. Всем пока-пока, до новых встреч.